Мир матери рушится, когда она теряет свою единственную дочь. Но год спустя, увидев ее идущей по улице, она узнает страшную тайну. Кимберли, женщина с резкими чертами лица и загорелой кожей, управляла фермой с решимостью и нежностью. Поскольку ее мужа Патрика унес жестокий туберкулез, когда их дочери Рэйчел было всего 10 лет, ответственность за содержание фермы легла на ее плечи. Это была нелегкая задача, но в этой женщине была внутренняя сила, которая заставляла ее двигаться вперед с каждым новым днем. Рядом с ней всегда была Рэйчел, молодая девушка, которой сейчас 18 лет, с широкой улыбкой и живыми глазами, которая была радостью для ее матери. Девушка была подобна восходящему солнцу, приносящему тепло и свет даже в самые холодные и пасмурные дни. Их связывала такая глубокая связь, что, казалось, они дышат одним воздухом. С раннего возраста Рэйчел проявляла непоколебимую любовь к ферме и всему, что она олицетворяла. Отдаленное мычание скота, свежий запах свежескошенного сена и ощущение земли под ногами — все это она обожала. Ее любовь к месту, где она выросла, читалась в ее сияющих глазах каждый раз, когда она смотрела на простиравшиеся перед ней поля. Рэйчел с ее нежным и заботливым подходом выращивала различные продукты в саду. Ее умелые руки творили чудеса на кухне, превращая овощи с фермы в блюда, от которых у любого потекли бы слюнки. Во время сбора урожая мать и дочь загружали старый грузовик Патрика овощами с фермы и отправлялись в соседний город, чтобы продать их на местных ярмарках. Ярко-красные яблоки, сочные помидоры и золотистая кукуруза были главной достопримечательностью их продуктового киоска, который всегда был окружен толпой довольных покупателей. В более спокойные дни они сидели за кружкой чая, наблюдая, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оранжевые и розовые тона. Они делились историями, смеялись, а иногда и плакали, создавая драгоценные воспоминания, которые невозможно было заменить. Кимберли и Рэйчел связывали неразрывные узы. Они были больше, чем мать и дочь, они были партнерами, доверенными лицами и лучшими подругами. Отсутствие отца стало тяжелым ударом для семьи, но они находили утешение друг в друге и на своей любимой ферме, которая, несмотря на все неудачи, оставалась их убежищем и домом. И вот в один из обычных дней Рэйчел отправилась на работу в поле. Кимберли окликнула дочь, сказав: «Осторожнее, милая, не забудь проверить трактор, прежде чем им пользоваться». Она повернулась и улыбнулась матери. «Я всегда так делаю, мама. Не волнуйся, я вернусь к полудню». Она ответила и ушла. Однако, когда подошло время обеда, девушка так и не вернулась. Кимберли, подумав, что что-то пошло не так с оборудованием, решила пойти проведать свою дочь. Но затем по ферме разнесся лязг металла о металл, за которым последовал мучительный крик, заставивший Кимберли в отчаянии броситься в ту сторону, откуда доносился шум. Когда она прибыла на место происшествия, то застала ужасающую картину, от которой у нее остановилось сердце. Рэйчел лежала рядом с трактором. В ее животе торчал железный прут, и было много крови. «Нет, доченька!» Женщина в отчаянии закричала и подбежала к девочке. «Мама, я...» Пыталась сказать Рэйчел, но ее голос затих, когда жизнь покинула ее тело. Мать держала свою дочь на руках, плача и умоляя Бога не забирать ее. «Пожалуйста, Боже, не забирай мою маленькую девочку. Пожалуйста, не забирай ее», — повторяла она сквозь рыдания. К сожалению, ее мольбы остались без ответа. Смерть Рэйчел погрузила ферму во тьму траура и печали. Дом, когда-то полный смеха и радости, превратился в тихое и мрачное место. Эта мать чувствовала себя так, словно у нее вырвали часть сердца,
оставив открытую рану, которая никогда не заживет. Эта потеря стала для Кимберли тяжелым ударом. Рэйчел была для нее источником света, смыслом ее жизни. Без нее женщина чувствовала себя потерянной и опустошенной. В течение нескольких недель Кимберли почти не выходила из дома. Ее боль была настолько сильной, что казалась физически невыносимой. Она проводила дни, сидя на крыльце, глядя на поля и ожидая, что Рэйчел вернется домой, будет смеяться и махать ей рукой. Но она так и не вернулась. Год спустя, когда кладовая была почти пуста, а счета накапливались, потому что последние несколько месяцев женщина ничего не производила и не продавала, Кимберли поняла, что должна вернуться в город и снова открыть свой киоск. Это была задача, которую Рэйчел выполняла с энтузиазмом, и сердце матери разрывалось от того, что ей приходилось сталкиваться с этим без нее. Но это был единственный способ закрыть долги. И вот с тяжелым сердцем и потерянным взглядом Кимберли направилась в сторону города, оставив позади тихую ферму и пустые поля, которые когда-то были полны смеха и любви ее дочери. На рынке было полно людей всех возрастов, которые покупали и продавали, болтали и смеялись. А женщина уже снова выставила свой прилавок с продуктами. Однако то, что она сейчас увидит, навсегда изменит ее жизнь. На другой стороне улицы мимо прошла молодая девушка с усталым лицом и выразительными глазами. Кимберли моргнула, потерла глаза, думая, что ей это снится, или, что еще хуже, она сходит с ума. Но когда она посмотрела снова, молодая женщина все еще была там, разглядывая прилавок с фруктами. На ней была простая одежда. Ее волосы были растрепаны и сияли на солнце, так же, как и у Рэйчел. Это была ее дочь, живая и подвижная. Мать почувствовала себя так, словно кинжал пронзил ее сердце. В ее голове царил хаос, буря страха, неверия и внезапной тоски. Она резко встала, оставив свой киоск и удивленных покупателей позади, и начала переходить улицу, не сводя глаз с девушки. «Этого не может быть», — думала она, пока шла, а люди вокруг нее казались размытыми тенями. Она мертва. Я видела, как она умирала. Это невозможно. Она была почти у цели, когда молодая женщина свернула за угол и исчезла из виду. Кимберли побежала, но девочка исчезла как привидение. В течение следующих нескольких дней мать несколько раз видела свою дочь в городе, всегда одетую по-разному, всегда одну. Всякий раз, когда она пыталась приблизиться к ней, та исчезала в толпе. Кимберли проводила бессонные ночи, терзаясь мыслями. Призрак ли она, порождение ее беспокойного ума, или она настоящая? И однажды, полная решимости все узнать, женщина вернулась в город. Но она даже не открыла свой киоск. Она просто сидела на скамейке, не отрывая глаз от толпы, в поисках своей дочери. И тут, как всегда, она появилась. Мать встала и пошла за ней. Ее сердце бешено колотилось. «Рэйчел?» Она позвала, но девушка не обернулась. Когда Кимберли наконец добралась до нее, она собралась с духом и дотронулась до нее. Прикосновение к плечу девочки было таким твердым, настоящим. Женщина почувствовала волну удивления, за которой последовало огромное облегчение. Она не была сумасшедшей. Ее дочь была настоящей. Но как? Когда девушка обернулась, Кимберли почувствовала, что ее мир рушится. Это была она, ее маленькая дочь, Рэйчел. Потрясение было настолько сильным, что у бедной матери подкосились ноги, и ей пришлось схватиться за них, чтобы не упасть. Она нашла свою дочь, по крайней мере, так ей показалось. Плача, женщина бросилась в объятия девочки и крепко обняла ее. «Рэйчел, моя дочь». Она всхлипнула, ее голос был чуть громче шепота.
Девочка, однако, оставалась неподвижной в ее объятиях, явно смущенная и испуганная. «Простите, но кто такая Рэйчел? Меня зовут Кейт, мэм. Я думаю, вы меня с кем-то перепутали», — сказала девушка, но Кимберли не слушала. Она была погружена в свой собственный мир облегчения и экстаза, полагая, что к ней вернулась ее дочь. Она продолжала обнимать Кейт, пока молодая женщина мягко, но решительно не отстранила ее. «Мэм, я действительно думаю, что вы меня путаете», — сказала Кейт с обеспокоенным выражением на лице. В тот момент, когда Кимберли посмотрела на лицо девочки и увидела полное безразличие к ее материнским чувствам, она поняла, что в ней нет ни капли дочерней любви, и она снова почувствовала, как рушится ее мир. Если это была не Рэйчел, то кто же тогда? И почему она была точно такой же, как ее дочь? Взяв свою сумочку, Кимберли начала рыться в ее содержимом в поисках нужной фотографии. Наконец, дрожащими руками она нашла это. Их с Рэйчел фотографию, сделанную за несколько месяцев до несчастного случая. Она показала фотографию Кейт, которая нерешительно взяла ее и посмотрела на девушку на снимке. Как только ее взгляд упал на фотографию Кейт, широко раскрыла глаза от удивления и потрясения. На фотографии она увидела девушку, в точности похожую на нее, улыбающуюся рядом с той странной женщиной, которая обнимала ее несколько секунд назад. «Но это же я!» — растерянно прошептала она. «Как такое возможно?» Кимберли покачала головой. «Это Рэйчел, моя дочь. Год назад она погибла в результате несчастного случая», — сказала мать, и ее голос был полон эмоций. Девочка посмотрела на женщину, затем на фотографию и снова на Кимберли. Ее мысли путались, пытаясь переварить информацию. Затем она начала рассказывать свою собственную историю. Как ее отдали в сиротский приют, когда ей было всего 2 года после того, как ее мать Бритни умерла от туберкулеза. Как ее разлучили с родным домом и поместили в детский дом, чтобы она не заразилась этой болезнью. Как она провела одинокое и печальное детство, не будучи усыновленной, потому что никому не была нужна дочь женщины с таким заболеванием. Кимберли слушала историю девочки с растущим чувством недоверия и шока. Она посмотрела на Кейт, теперь видя ее другими глазами. Там была не Рэйчел, а Кейт. Это действительно была Кейт. Но когда она упомянула имя женщины, которую называла матерью Бритни, что-то в ее сознании взорвалось. В тот день, когда родилась ее дочь Рэйчел, Кимберли помогла ее подруга Бритни. В те времена женщины обычно рожали дома с помощью акушерки. Такой женщиной была Бритни, которая помогла многим матерям в маленьком городке. И хотя все говорили, что живот Кимберли был больше, чем обычно для однополой беременности, оценив его, ее подруга быстро исключила возможность двойни, настаивая на том, что дополнительный размер был обусловлен только здоровьем и силой женщины. «На протяжении всей моей беременности Бритни очень хорошо заботилась обо мне», сказала Кимберли, глядя на Кейт. В этот момент они вдвоем уже сидели на скамейке, потому что девушка согласилась поговорить с женщиной, так как тоже была заинтригована. Она продолжала уверять меня, что все в порядке, что я сильная и что мой ребенок здоров, продолжила мать. В день родов Бритни приехала пораньше, принеся с собой спокойную и ободряющую улыбку. Кимберли помнила боль, пот и слезы, но она также помнит спокойное лицо акушерки и ее нежные слова ободрения. Бритни была потрясающей акушеркой. Она была со мной на каждом этапе родов, за исключением того, что дала мне что-то выпить. Она сказала, что это для облегчения боли. У меня немного закружилась голова, и я была как в тумане. Когда Рэйчел наконец родилась, я была так измучена, так взволнована. Я держала ее на руках и чувствовала себя такой счастливой. Рассказала Кимберли, но она не знала, что Бритни скрывала страшную тайну.
Акушерка отдала женщине Рэйчел, но спрятала другого ребенка. После того, как она дала Кимберли транквилизатор, та немного опьянела и не могла вспомнить, как родила второго ребенка. Подруга незаметно перерезала пуповину и завернула вторую девочку в одеяло, прежде чем мать смогла это заметить. Я всегда знала, что Бритни стала акушеркой, потому что никогда не могла иметь детей. Она хотела, по крайней мере, помогать другим женщинам с их малышами. Женщина сглотнула, прежде чем продолжить. «Она забрала тебя, Кейт. Теперь я в этом уверена». И она рассказала, как Бритни просто исчезла после родов, оставив ее с Рэйчел и ее мужем в пустом доме. Она вспомнила, что чувствовала себя странно неполноценной, но списала это на переутомление после родов. После того дня она больше никогда не видела свою подругу. И теперь, спустя годы, правда открылась. Бритни украла ее дочь и сбежала с ней. Она обманула бедную мать и причинила ей невыразимую боль. «Кейт, мне так жаль», — прошептала Кимберли, и по ее щекам потекли слезы. «Если бы я знала, я бы искала тебя. Я бы сделала все, чтобы найти тебя». Кейт, дочь, о существовании которой она даже не подозревала, была прямо перед ней. И сейчас больше, чем когда-либо, она была полна решимости заботиться о ней, любить ее и защищать так же, как она делала это с Рэйчел. Кейт обняла ее и долго плакала. «Мама». Ей было странно произносить это слово, но оно казалось таким правильным. «Я всегда хотела найти тебя». С этого момента ферма, которая до этого была погружена в печаль и тоску, с приездом Кейт заиграла новыми красками. Ее присутствие принесло с собой новую энергию, обновление и заполнило ту оглушительную пустоту, которую Рэйчел оставила после себя. Мать и дочь нашли утешение и взаимную привязанность, постепенно залечивая раны бурного прошлого. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.